На сегодняшний день про мафию столько всего сказано, причем неважно, достоверна эта информация или нет, что тут уже сложно что-либо рассказать нового, чего бы не знали люди, интересующиеся данной тематикой. На YouTube полно роликов про отдельных личностей или событий в истории мафии. А это не говоря о бывших членах мафии, которых с каждым годом все больше и больше на YouTube со своими историями, которые они постоянно придумывают. Не знаю, может поэтому мне не совсем пока хочется как-либо затрагивать в своих роликах тему мафии. Кто знает. Но все же есть один момент, который точно никто не раскрывал, ну или по крайней мере не разобрал так, как положено, потому что это скорее всего навряд ли будет интересно обычному зрителю. Но я, как, наверное, некий гик от изучения итальянской организованной преступности, просто не мог не попытаться раскрыть эту тему. Я уже попытался затронуть тему возникновения такого феномена, как мафия, но теперь передо мной стоит действительно серьезная задача, а именно попытаться объяснить, что такое мафия. Этот ролик, по сути дела, некий вызов для меня, и как вы уже, наверное, догадались, он будет отличаться от остальных. Потому что, честно признаться, до конца 2021 года у меня у самого было поверхностное и, самое главное, неправильное представление о мафии. Для этого ролика я проштудировал столько материала, сколько ни для какого другого. Но именно знакомство с двумя авторитетными исследователями навсегда изменило мое впечатление о мафии. Эрик Стоунфельд и Анджело Сантино. Я без лишней скромности могу сказать, что это титаны изучения мафии, благодаря которым стало понятно, что все из того, что я знал о мафии до этого, можно просто взять, выкинуть и вообще забыть. На самом деле мафия – это настоящий феномен, который еще не до конца изучен, из-за чего у большинства людей о ней неправильное представление. По сути дела, я даже сам не могу в полной мере утверждать, что знаю, что такое мафия. Более того, я не какой-то авторитетный исследователь, чтобы иметь право дать ответ на этот вопрос. Да честно признаюсь, я даже не совсем заинтересован дать ответ на этот вопрос. Опять же, в силу того, что я сам не до конца знаю ответ. Но я вместе с вами хотя бы попытаюсь получить примерное представление об этом. Итак, что же такое мафия? Я даже не уверен, что вообще существует какой-то ответ на этот вопрос. Сразу очевидным становится, что это, организованная преступность. Это действительно так. С точки зрения закона, мафия – это организованная преступность. Она действительно организована. Это организация. Это без вариантов. Это 100%. Это организация. У них есть ранги, церемония инициации, правила и общий единый протокол, которому они следуют. Но это и также и процесс, который включает в себя то, что мы считаем организованной преступностью. Знаете, очень много лет назад, когда я только начал всем этим заниматься, я посмотрел сериал про Джо Банана, основанный на его мемуарах. Чтобы вы понимали, Джо Банана – это эгоистичный и властолюбивый бывший босс мафии, у которого было достаточно амбиций, чтобы попытаться в один момент подчинить себе всю мафию в США, повсюду плетя свои интриги, что в итоге и приведет его к тому, что он будет жить в изгнании в Аризоне, живя былыми заслугами и отчаянно пытаться вернуть утраченное любыми способами. Когда Банана написал свои мемуары, все его враги были давно мертвы. Это был старик, который хотел сделать из себя живого Вито Корлеоне, то есть благородного дона, чьим единственным преступлением было лишь то, что он жил по законам чести, как воспитывали его на Сицилии. Поэтому Банана многое из своих художеств просто не упомянул в своих мемуарах. Но не суть. Сейчас вы поймете, почему я сделал такое отступление. В своей книге, а потом сериале, Банана говорит, что мафия – это не преступная организация, а нечто другое. Якобы что мы, то есть посторонние, воспринимаем это как преступность только потому, что просто не понимаем, что это. Тогда я просто посмеялся с этого, списав это на очередную попытку старика обелить себя перед смертью. Но не так давно я стал понимать, что Банана, кажется, тут был искренен. И это я в силу своей некомпетентности, а самое главное, неграмотности по данному вопросу, не так это понял. Банана описывал мафию как некий процесс. Это действительно процесс, где преступность – это лишь аспект мафии, один из ее элементов. Это действительно, что мафия – это порочная организация, которая занимается преступностью и коррупцией всех видов. И я даже не смею это отрицать. Но это не просто организация, например, занимающаяся наркотиками или азартными играми. По факту она занимается всеми видами преступности. Преступности, которая неотделима от коррупции, которой она занимается и от которой сама же и страдает. Мафия, как и любая организация или учреждение, сама же себя и коррумпирует. Уместно будет сравнить ее с правительством, где политики, они же боссы, злоупотребляют своей властью. Знакомьтесь, это Джо Массина.
бывший босс семьи Банана. В 2004 году он согласился сотрудничать и даже некоторое время носил микрофон, а затем давал показания на суде. Ему однажды задали вопрос: какова цель преступной семьи Банана? Заметьте, преступной семьи Банана. Именно так видели группировку под руководством Массина. Более того, сами члены организации считали себя преступной семьей. Массина ответил, что цель мафии заключается в том, чтобы делать деньги, что он использует преступную деятельность и преступные предприятия для зарабатывания денег. Поэтому они и предстали перед судом. Заметьте, члены семьи предстали перед судом не потому, что они являются членами мафии, а потому, что они являются частью организации, которая зарабатывает деньги преступным способом. Зарабатывание денег является важнейшим аспектом мафии, и это стало основным ресурсом современной американской Коза Ностры. Это 100%. Но это лишь верхушка айсберга. Все дело в том, что преступная деятельность – это была единственная вещь, в которую была вовлечена семья Банана при правлении Массина. Но это не конечная цель мафии. Помимо того, что мафия – это тайное общество, это еще и сеть. Кроме того, что это еще и традиция, как это описывал Джо Банана, это еще и также про контроль ресурсов и влияние на них. А эти ресурсы и включают в себя деньги. Я не совру, если скажу, что деньги в наше время являются самым важным ресурсом. Поэтому это не должно быть исключением и для мафии. Для нас, простых граждан, деньги являются неотъемлемой частью нашей жизни. Тем самым жизненно необходимым компонентом, без которого не обходится наша повседневная реальность. Поэтому неудивительно, что и мафия сосредоточена на деньгах, особенно в современной Америке. Но если посмотреть на всю картину в целом, то мафия сосредоточена на ресурсах любого рода. То есть примерно так это работает. Вы знаете человека, который может предоставить вам доступ к необходимому вам ресурсу. Например, вы собираетесь открыть бизнес, и вы знаете парня, который вам поможет. Это может даже касаться таких банальных вещей, как пройти куда-то без очереди. Но это также может и касаться чего-то незаконного. Но вы получаете своего рода льготы, основанные на том, что вы знаете кого-то. И самое главное, знают вас. И это все связано с мафией. Это и есть часть Коза Ностры. Я вам сейчас покажу на примере калифорнийских семей, которые в настоящее время уже скорее всего не существуют. Вы сейчас, наверное, удивитесь и спросите: а почему не Нью-Йорк? Это же американский Палермо с настоящими мафиозными семьями. И вот тут сейчас самое интересное. Является ли Нью-Йорк столицей мафии в США? Да. Является ли Нью-Йорк некой штаб-квартирой мафии в США, которая определяет политику американских семей? Да, безусловно. Но является ли Нью-Йорк стандартом или даже эталоном для традиционной мафии? А вот тут уже нет. Настоящие традиционные сицилийские семьи были за пределами Нью-Йорка, за исключением Чикаго и, предположительно, Новой Англии, известной как семья патриарха. Так в чем же парадокс Нью-Йорка? Сама идея огромных семей, более 100 человек каждая, пересекающихся на единой территории, вообще не слыхана для Сицилии, где семьи намного меньше и сосредоточены на определенных территориях. Даже в Палермо, где семей гораздо больше, чем в Нью-Йорке. Но они все имеют строгую юрисдикцию держаться исключительно своих районов. Более того, семьи Нью-Йорка представляют собой солянку выходцев из разных регионов Сицилии, а это уже не говоря о материковых итальянцев, в то время как остальные семьи старались сохранить, некую клановость. Семьи за пределами Палермо были маленькими и могли едва переваливать за 10 человек, а могли быть даже еще меньше, но были куда более сплоченными, чем в Палермо, как семьи за пределами Нью-Йорка. Эти семьи за пределами Нью-Йорка представляли свою деревню, свой регион. У них был определенный уровень контроля над местными ресурсами. Были члены и партнеры, которые занимались преступной деятельностью. И, естественно, были свои представители, то есть боссы, которые представляли их в обширной сети Коза Ностры. А теперь вернемся к Калифорнии. Это были такие же маленькие семьи, даже очень маленькие. Они не были особо втянуты в преступную деятельность, но они были полноценными функционирующими семьями. То есть у них была администрация, состоящая из босса, андербосса и консильера, а также капитанов. Но у этих семей также были высокопоставленные конфиденциальные информаторы. Но когда эти информаторы сливали разведданные ФБР в 1960-х годах, эти семьи были уже фактически в упадке. Во многом это было связано с тем, что им просто неоткуда было набирать новых членов. И вот тут сейчас самое главное.
Эти семьи пополняли свои ряды благодаря тому, что были частью обширной сети Коза Ностры. А понимаете, мафиози не привязаны к одному месту. Поскольку мафия – это единая сеть, мафиози могут свободно путешествовать из одного города в другой на Сицилии, в том числе и переводиться из одной семьи в другую. Как это происходит? Например, член семьи в Корлеоне собирается переехать в Трапани. Он просит разрешения у своего босса. Тот дает свое письменное разрешение, которое член семьи Корлеоне берет с собой и передает боссу семьи Трапани, чтобы получить официальное одобрение о переводе. Это очень формальный процесс. Мафиози Сицилии также могут перевестись в американские семьи. И такая процедура актуальна и в наше время. И говорят, что тема с рекомендательными письмами о переводе до сих пор имеет место быть. Редко когда отказывали в переводе. Потому что это было очень выгодно иметь своего человека и контактное лицо в другой семье. Что касается Калифорнии, то туда было в свое время очень много переводов, потому что многие мафиози переезжали туда, чтобы просто спокойно доживать свои годы. Ну а теперь давайте посмотрим на семьи Лос-Анджелеса, Сан-Франциско и Сан-Хосе в начале 60-х. Их возглавляли Фрэнк де Симоне в Лос-Анджелесе, Джеймс Ланса в Сан-Франциско и Джо Черрита в Сан-Хосе. Во-первых, все они повторяли мафиозную традицию и пошли по стопам своих отцов в мафию. А теперь самое интересное. Де Симоне был практикующим адвокатом и защищал мафиози на суде. Неизвестно, занимался ли он юридической практикой, когда его избрали боссом в 1956 году, но после 1957 года его лишили лицензии. Джо Черрита владел автосалоном и сам продавал автомобили. И это не было каким-то прикрытием от федералов. Это был реально прибыльный бизнес, которым он занимался лично. Например, если кому-то из членов или партнеров организации нужен был автомобиль или члену другой семьи, они обращались к Черрита, который бы продал автомобиль по более выгодным условиям. Джеймс Ланса в Сан-Франциско владел прибыльной страховой фирмой, которая тоже не была прикрытием, как у Черрита в Сан-Хосе. Ланса действительно лично занимался страховкой. И опять же, если кому-то из членов семьи или членам другой семьи нужна была страховка, в том числе и родственникам, они обращались к нему. То есть смотрите, у всех этих боссов была настоящая работа, а не для прикрытия. Это еще раз отсылает к их традиционной сицилийской модели. На Сицилии члены мафии также имели настоящую профессию и зарабатывали себе на жизнь. Например, вам нужно было подковать лошадь. А кузнецом вполне мог оказаться действующий член мафии. И таких примеров вообще полно. Даже в наше время на Сицилии всплывают моменты, что, например, высокопоставленный член мафии в итоге оказывался школьным учителем физкультуры. Доктор Грегори Дженовези был женат на дочери Джо Банана, а также был членом мафии Сан-Франциско. Более того, он был практикующим стоматологом. Он приобрел страховку для своей клиники у своего босса, то есть Джеймса Лансы. А теперь представьте, что, например, у члена семьи Сан-Франциско заболел зуб. Обычный человек, наверное, в то время просто открыл бы телефонный справочник и нашел бы адрес ближайшей стоматологии. Но что в этом случае сделает мафиоза? Он знает, что член его организации является практикующим стоматологом. Он сначала обратится к своему боссу, то есть Лансе, который назначит ему встречу с доктором Дженовези. Был, кстати, один такой интересный момент, когда одному пожилому члену организации доктор Дженовези лечил зубы, а у того зубная боль в итоге никуда не делась. Что бы сделал простой человек? Наверное, пошел бы жаловаться или что-то еще, но пожилой член обратился к боссу, который приказал Дженовези повторно вылечить зубы. Вот именно про эту систему Коза Ностры я и говорил в начале ролика. Смотрите, все эти трое были членами мафии, причем членами одной семьи. Казалось бы, такое обычное действие, как посещение стоматолога, но оно также имеет определенную процедуру, когда пожилой член организации обращается к боссу, чтобы сходить на прием к доктору. Это и есть та система ресурсов мафии. Вот элементарно, давайте возьмем ту же семью Сан-Франциско. Семья уже была в 60-е годы практически на последнем издыхании, а члены семьи даже не были вовлечены в преступную деятельность. Но Сан-Франциско все еще оставался частью сети Коза Ностры. То есть, если, например, член другой организации, оказавшись в городе, захочет наладить преступный бизнес, как, та же наркоторговля, то ему точно стоит поискать кого-то другого. Но зато Сан-Франциско, в свою очередь, может предоставить ему возможность, например, помочь открыть бизнес, застраховать его, да даже просто сходить к стоматологу. Это и есть их ресурсы, которые они могут предоставить. Мафия, которая, кстати, многое взяла от масонов, также является неким закрытым частным клубом взаимопомощи, куда люди вступают, потому что членство открывает тебе определенные привилегии, как, например, доступ к определенным ресурсам внутри одной общей сети. И пока есть кто
кто может предоставить эти ресурсы, эта система будет существовать. Это и есть Коза Ностра. Вот еще один небольшой пример. Это Джо Зарилли, босс мафии Детройта. А это Джо Профачи, босс одной из 5 семей Нью-Йорка. Джо Зарилли в 1920-е годы открыл компанию по продаже импортных итальянских продуктов питания в Детройте. Кстати, одну из самых успешных в стране. Он вел бизнес совместно с Джо Профачи, у которого была аналогичная компания в Нью-Йорке, а сам он считался королем оливкового масла в США. А теперь смотрите. Зарилли был в Нью-Йорке лишь однажды, проездом, когда только сошел с корабля, и сразу же отправился в Детройт, где и провел оставшуюся жизнь. А теперь возникает вопрос, как Зарилли, который даже не жил в Нью-Йорке, мог вообще как-то совместно работать с Профачи? Вот про это я и говорил. Зарилли нужен был доступ к ресурсам, то есть в его случае к импортным продуктам из Италии, которые привозил Профачи. И он получил эти ресурсы. И более того, нашел себе партнера по бизнесу. А теперь давайте возьмем Нью-Йорк. 5 семей, в отличие от остальных, до сих пор активно втянуты в преступные дела, причем даже больше, чем остальные семьи. Но они также могут предоставить и другие ресурсы. Это Эндрю Кампос, капитан семьи Гамбино. С 2019 года Кампос находится под федеральным обвинением о мошеннической схеме с распиливанием бюджета, связанного с крупным строительным проектом. Но для нас представляет интерес то, что в ходе обвинения было сказано, что у Кампоса есть строительная фирма, которая занимается строительством и отделкой, которая также предоставляла услуги для членов семьи Гамбино. То есть, смотрите, Кампос предоставлял ресурсы в виде строительных услуг, которые он также мог предоставить не только для членов своей организации, но и других семей. Давайте я сейчас приведу еще один подобный пример, но достаточно более интересный. Это Винсент Азаро, капитан семьи Банана. Ну, по крайней мере, в 2011 году он был в этом статусе. Он потомственный мафиоза. Его прапрадед был членом мафии на Сицилии, а сам Винсент не растерял своих связей со своей родиной. Но Винсента отличает от всех тех, кого я перечислил в этом ролике, одна отличительная особенность. Он настоящий преступник. Он не просто может избить, ограбить или что-то в этом роде, а даже убить, причем своего родственника, если потребуется. Сын Азаро, Джерри, также не уступил традициям и является капитаном семьи Банана. У Джерри и Винсента есть фирма, которая занимается изготовлением ограждений, и в отличие от Кампоса, это законный и очень прибыльный бизнес, который вообще не связан ни с чем криминальным. Азаро также предоставляли свои услуги членам мафии. Так вот, вспомните тот момент в Сан-Франциско и пожилым членам организации, который был недоволен работой их стоматолога. А теперь давайте представим на секунду, что вы, например, член семьи Банана, но не из бригады Азаро. Вам нужно установить изгородь, и Азаро предоставляет вам услуги по выгодной вам цене, ведь вы их собрат по так называемому элитарному клубу. Они поставили вам забор, но через пару дней он обвалился в каком-то одном месте. Вы, естественно, будете разбираться. Вы обращаетесь к своему капитану, который доводит все до руководства семьи, и тогда созывается собрание по поводу вашей ситуации, чтобы Азаро переделал работу. Вот такие собрания – одна из особенностей мафии, потому что они могут созываться вообще по любым поводам. Был один такой достаточно забавный случай. Это Майкл Палмачо, солдат семьи Банана из команды Джерри Азаро. Однажды он выложил фотографию с голым торсом на Фейсбуке с пацанской цитаткой типа «Только настоящий друг поможет тебе перенести тело». И тут важно отметить слово «друг», потому что в контексте Коза Ностры слово «друг» означает член мафии. Джерри Азаро был в ярости, когда узнал. Я прекрасно понимаю, что это звучит смешно, что из-за фотографий в интернете собирается сходка мафии, но это и есть принцип Коза Ностры. Азаро посчитал, что такие публикации в интернете опозорят семью Банана в глазах других семей. Джерри и Винсент Азаро буквально заставили Палмачо продать свой дом и покинуть район, поскольку он их опозорил. Более того, Джерри изгнал Палмачо, то есть Палмачо был лишен членства и всех привилегий, и с ним также было запрещено контактировать другим. Но и из-за этого потом тоже состоялось собрание мафии, потому что Джерри не имеет права изгонять кого-либо. Это прерогатива босса. Палмачо потом вернули в семью, но он вроде как заплатил отступные. А вот еще другой случай. Это Чарльз Корнелья, солдат семьи Гамбино. Он тогда запомнился своим внешним видом, напоминающего снежного человека. Корнелию вызвали на собрание семьи в ресторан, где ему приказали сбрить бороду, потому что он их позорит. Я понимаю, что все это звучит смешно и нелепо, и вообще напоминает сюжет из какой-нибудь серии клана Сопрано.
Но это мафия, и у них есть правила. И как уже понятно, они могут созывать серьезные собрания даже из-за таких мелочей, как тупо пост в социальных сетях или из-за бороды. Хотя такие собрания привлекают нежелательное внимание. Но таковы принципы Коза Ностры, которые включают в себя правила и протокол, которые неизменны с момента основания в 19 веке. У Коза Ностры все еще есть правила или руководящий орган, диктующий своим членам, что можно или нельзя делать. И это даже будет распространяться на такие ситуации, как если члену мафии нужно будет сходить к дантисту или заказать ограду. Потому что на этом основаны главные принципы мафии, то есть взаимоотношения. Неважно, занимаетесь вы преступной деятельностью или вам нужно что-то другое. Давайте рассмотрим преступную сторону мафии. Еще в начале 20 века основной доход от преступных операций мафии в США составляла прибыль от подделки валюты. Это было просто невероятных масштабов операция, тем более, учитывая время, в котором она была реализована. Лидерами операции были Джузеппе Морелло и Игнацио Лупа, родственники через брак и лидеры семей, которые сегодня известны как семьи Дженовези и Гамбино. Они использовали сеть Коза Ностры для сбыта своих поддельных банкнот по всей стране, за что они потом и получат свои огромные тюремные сроки. Но что самое главное, размах этой операции был связан с внутренней сетью Коза Ностры. То есть, смотрите, вы уже знаете людей, и если они захотят вам помочь или вести с вами дела, они это сделают. У вас есть контакты в других городах, и уже есть определенный уровень доверия, потому что вы все являетесь членами мафии. Даже если вы не знаете кого-то в другом городе, вы наверняка знаете кого-то, кто знает еще кого-то, кто может вас свести с людьми в другом городе. Вот именно про этот процесс и говорил Джо Банана. Этот процесс и использовали для сбыта поддельных купюр. А потом пришел сухой закон, на котором американская мафия сделала свои миллионы. Самое главное, что мафия уже на старте фактически доминировала в бутлегерском бизнесе. Почему? Да потому что у нее уже было огромное преимущество перед другими бутлегерскими группировками из-за своей единой сети. У мафии уже были люди, которым можно было продать спиртное. Или у них уже были люди, которые занимались его производством в различных частях страны. Они просто приспособили новый способ дохода к своей единой сети. Это также будет работать и с наркобизнесом сицилийской мафии. У сицилийцев были контакты в других странах, откуда они перевозили опиум, который потом перерабатывали в героин. А этот героин нужно было как-то сбыть в США. И вот опять их сеть. Сицилийцы, большинство из которых даже никогда не были в США, обращались к своей единой сети, чтобы их вывели на мафиози в США, где они бы сбывали свой героин. Поэтому мафия всегда и доминировала в различных новых способах заработка. Это, кстати, касается и законного бизнеса. Я уже упомянул, как это работает в контексте доступа к ресурсам, на примере Джо Зарилли и Джо Профачи. А теперь представьте, вам нравится какая-то конкретная пиццерия в городе, куда вы постоянно идете брать вашу любимую пиццу. Или же у вас в холодильнике лежит кусочек вашего любимого сыра, который вы постоянно покупаете. Так вот, как правило, ваша любимая пиццерия, оказывается, принадлежит мафии, а ваш любимый сыр, которым вы кормите семью, также является частью мафиозной сети. Мафия владела огромной сетью пиццерий в США, которые также служили точками сбыта героина для сицилийцев, которые сами же и работали в этих пиццериях. Мафиози в США владели самыми крупными и прибыльными компаниями по производству сыра, которые также поставляли в пиццерии, которые принадлежали сицилийцам. Вот она вся неразрывная связанная сеть мафии. К слову о сыре. У семьи Гамбино в Балтиморе были свои люди, которые также были связаны с сыром и пиццериями. К ним однажды приехал Питер Маджо, капитан мафии Филадельфии, который тоже владел успешной сырной компанией. Маджо приехал со своим братом, который не был членом мафии, но прекрасно понимал, как все устроено. Когда Маджо встретился в Балтиморе с членами семьи Гамбино, чтобы обсудить, напоминаю, просто совместный законный бизнес, он попросил брата выйти. Суть в том, что брат не был амико ностро, то есть другом, поэтому он не может говорить с членами семьи Гамбино на равных. Неважно, что они просто обсуждают законный бизнес. Но если в ходе разговора что-то всплывет в контексте Коза Ностры, парня вообще не должно быть там. Маджо выгоняет своего брата из комнаты и говорит присутствующим, чтобы те были аккуратны в выражениях, потому что его брат не был другом. И поэтому не надо говорить в его присутствии о Коза Ностре. Но тут сейчас самое забавное. Питеру Маджо потом абсолютно ничто не мешает рассказать своему брату все, что он обсуждал с членами семьи Гамбино. Тем более брат был в курсе всех мафиозных формальностей, хотя не был членом организации. Коза Ностра — это не только единая сеть ресурсов и контактов, но и еще, как мы видим, и правил, которые они любят нарушать. Они как бы не совсем их открыто нарушают, а стараются плавно обходить. Например, вам запрещено торговать наркотиками, но вы можете войти в наркобизнес разными путями.
Например, вымогать с наркодилера деньги и поставить его на счетчик. Или же одолжить ему денег, и тогда он возьмет вас в долю. И формально вы ничего не нарушили. Но даже если мафиози и открыто нарушают правила, у них всегда в запасе должны быть аргументы для этого. Когда их вызывают на собрание семьи по этому поводу, они отстаивают свою позицию. Как будто адвокат на суде. По сути дела, члены организации – это адвокаты в системе Коза Ностра. Солдат может представлять партнера, то есть не члена организации, на собрании семьи. И он будет представлять его как адвокат, и будет представлять его в благоприятном для себя свете, и самое главное, с выгодой для себя. Эти собрания могут касаться всего чего угодно, будь то преступные операции или пост в Фейсбуке. Но дело в том, что мафия – это представительная форма системы, где все друг друга представляют. Неважно, представляют ли на собрании, когда кто-то нарушил правила, или когда знакомят незнакомых друг другу членов организации. Мафия, как я говорил в ролике про ее возникновение, это правительство в правительстве. И это возвращает нас к теме ролика. Что такое мафия? Понятно, что это процесс. И это также и юридический процесс. У мафии есть собственная система правления, похожая на правительство организованной преступности, которая управляет организованной преступностью. Именно преступностью занимаются многие члены. И именно на этом они сосредоточены. А их правовая внутренняя система связана в основном с этим. Но есть также и другие примеры, как, например, с бородой Корнелии. Они использовали собственную правовую систему, чтобы заставить его сбрить бороду. Они следуют своим законам, которые часто противоречат нашим. Но это их правовая система. Знаете, сама суть преступления достаточно переменчива. Многое из того, чем они занимались, теперь легально, как с тем же сухим законом. Сейчас в интернете полно различных букмекерских контор и онлайн-казино. Даже некоторые виды наркотиков легализованы. Мафии уже и так из преступной деятельности остается только вымогательство, грабежи, ростовщичество и наркотики. А вполне возможно, что для нее в скором времени на улицах вообще ничего не останется для заработка. Но я вполне себе уверен, что она приспособится к переменам. Впрочем, как и всегда. Ведь, как говорилось, мафия это не только про организованную преступность. И раз мы подошли к тому, что мафия это не про организованную преступность, то понятно, что для того, чтобы стать членом мафии, не обязательно быть преступником и быть вовлеченным в преступность. Среди членов мафии были политики, врачи, священники и бизнесмены, которые не были преступниками. Но они были полезной организацией и предоставляли доступ к определенным ресурсам. А теперь приготовьтесь удивляться. Это Розарио Андалора, член семьи Банана и приближенный босса Джо Банана. Вы ни за что не догадаетесь, кем был этот абсолютно законопослушный гражданин. Так вот, он был музыкальным преподавателем. Да-да, член мафии был музыкальным преподавателем в средней школе. Но он не был единственным таким примером. Джозеф Сарачена, член семьи Буфалино, также работал школьным учителем. А в мафии Рочестера был вообще профессор местного колледжа. И если честно, даже не представляю доступ к каким ресурсам могут предоставить такие люди. Ну кроме как, наверное, пристроить детей членов мафии в образовательные учреждения. Но тем не менее, это очередное доказательство того, что мафии нужны абсолютно любые типы людей. Посмотрим на мафию Буффало. Это Джон Монтана, второй человек в организации. Он также не был преступником и был вхож в городскую администрацию. Это был представитель так называемой альта-мафии, мафиози из высшего класса. В случае с Монтаной он предоставлял организации ресурсы не денежные, а немного другого толка. Однажды Джо Банана приехал со своим боссом Сальваторе Маранцано в Буффало, где они встречались со Стефано Магадино, боссом местной мафии. В какой-то момент они поняли, что уже не успевают на поезд. Монтана сказал, что, мол, никаких проблем. Он сделал пару звонков, и поезд вообще не тронулся со станции. Монтана задействовал свои связи. Он был не только влиятельным мафиозо, но и влиятельным человеком в целом, использовав свои связи, чтобы задержать чертов поезд. То есть, ну вы только представьте, вы опаздываете на поезд, и никто ради вас ничего не будет задерживать, потому что движение поезда расписано посекундно. А тут мы наглядно видим, какой властью обладала мафия. В этом и есть вся суть мафии. Где бы она ни была, она пытается контролировать и влиять на каждый ресурс, который может запустить свои щупальца, будь то деньги или политическое влияние. Мафия пытается обладать людьми, которые бы имели доступ к таким ресурсам. Они все дают кровавую клятву, и все клянутся убить, если им прикажет организация. Но помимо этого, нет ничего важнее, чем деньги. Джо Массина не соврал, когда сказал, что одной из главных целей Коза Ностры на сегодня – это зарабатывать деньги. Но исторически и актуальным остается доступ к ресурсам. Это отдельное правительство, живущее по собственным законам, которые отличаются от наших. Это правительство, как и любое другое, пытается контролировать и влиять на все ресурсы, к которым сумеет подобраться. И они всегда пытаются расширить свое влияние.
Хотя мафия – это организация, но эта организация не ограничивается организованной преступностью. Еще в 19 веке на Сицилии мафия стала частью правительства и стала синонимом коррупции, далеко выйдя за рамки просто организованной преступности. Мафия – это про контроль над ресурсами. Будь то стоматологические услуги, покупка машины, страховка, установка ограждения или сеть незаконного оборота наркотиков. Даже если ты себе отрастишь бороду или запостишь фото в Фейсбуке, это тоже часть контроля, ведь вы живете одними законами, хотя и стараетесь обходить их ради собственной выгоды. Мафия – это про контроль, как и любое другое правительство. Поэтому, как и любое другое правительство, мафия сама себя разъедает от коррупции, как и разъедает от коррупции все, к чему прикасается. Поэтому, подводя итоги, можно сказать следующее. Мафия – это тайное общество, в основе которого лежит предрасположенность к преступности. Но члену этого общества не обязательно быть вовлеченным в преступность, хотя у него также есть все возможности и ресурсы для этого. Если члену организации, вовлеченному в преступность, понадобится помощь такого некриминального члена организации, то этот человек поможет ему. Так что мафия связана с преступностью, но не определена лишь ею. Это нечто гораздо большее. Это очень сложно объяснить и уж точно не мне объяснять. Но все, чем бы ни занимались члены мафии, все, что бы их ни касалось, даже любой аспект их жизни, мафия управляет этим.